Всем привет! Сегодня я буду пересаживать агератум, который посеяла 9 марта. Взошел он буквально на третий день. Взошел вот такой густой щеткой. Сейчас покажу вам, как его пикировать. Пикировать агератум нужно 2 раза. Первый раз в фазе 2 настоящих листочков, буквально через пару недель после всходов. И второй раз по отдельным емкостям, каждую емкость по одному растению. Я приготовила для пересадки росточков агератума вот такой ящичек. Он большой по размерам, так как ростков будет очень много. В нем садовая земля плюс торф для рыхлости. Прижимаю грунт, чтобы была ровная поверхность. И смачиваю водичкой. Смачиваем легко, чтобы было просто немножко влажное состояние грунта. Позже, после пересадки растений, я еще пролью удобрением. Делаю вот такие небольшие луночки почти рядышком, где-то примерно сантиметр между ними. Агератум такое растение, которое тянет на себя, вот один росточек, он тянет на себя все питание из почвы. И поэтому, когда их много, когда стоит вот такая щеточка, то им не хватает питания, и растение не развивается. Поэтому, чтобы запустить их рост, их необходимо пересадить позже, когда растение уже подымется и начнет развиваться отдельно в каждой луночке. Их нужно будет пересадить повторно, чтобы дать полноценное питание в одной емкости. Я вот сделала 2 рядочка. Покажу дальше, как я буду их пересаживать. Процедура пересаживания очень долгая. Я буду пересаживать вот такой пилочкой, уже негодной. Смотрите, какие корешочки уже. И в каждую луночку кладу росточек и прижимаю. При пересадке наших растений все средства хороши. В данном случае у меня пилочка. Старайтесь заглублять росточек до семядольных листиков. Просто опустили в луночку и прижали землей по бокам. Не бойтесь его пересаживать. Агератум совсем не боится пересадки. Он принимается на раз-два. Эти семена у меня были просрочены. Вытянула вот целым пучочком и сейчас буду разделять их по одному. Их прислали вместе, интернет-магазин прислал вместе с основными семенами. И я их посеяла на авось. Авось взойдут вместе с левкоем. Левкой и агератум у меня были просрочены. Агератум зашел 100%. Левкой несколько штучек всего. Сеянцы такие упругие, хорошие. Не бойтесь пересадки. Они очень хорошо пересаживаются. И старайтесь не затягивать пересадку. Буквально через пару недель после прорастания семян, когда появились 2 пары настоящих листочков, сразу пересаживайте, потому что они растут очень густо, эти семена, и корни между собой переплетутся, потом будет очень тяжело их достать и разделить. И вот так будем засаживать всю площадь, пока не засадим полностью весь ящик. Не задерживайте пикировкой. Смотрите, вытянула пучок, и уже корни между собой переплелись. Я передержала эту. Ну, как бы тяжело их разделять. Не передерживайте. Появились 2 листочка. Сразу делайте первую пикировку.
Пересадила я агератум весь. Сажала больше часа. Очень кропотливая работа. Но эта работа будет того стоить. Он будет очень красиво цвести. Голубым цветом махровые цветочки. Очень красивые. Вот такая полянка у меня получилась. И еще я досадила пластиковый контейнер росточки. После пикировки растения необходимо пролить любым удобрением. Можно пролить корневином, можно пролить эпином, можно пролить универсальным удобрением. У меня удобрение универсальное. В нем есть фосфор, азот и калий. Я разбавила его по инструкции и буду проливать свои растения. Проливать аккуратненько. Агератум любит очень солнце и солнечный свет. Дня после пересадки растения не ставьте на солнечный теплый подоконник, чтобы молоденькие листики не сгорели. Растение при пересадке получило стресс, и если на него попадут прямые солнечные лучи, оно не справится с стрессом и может сгореть. Поэтому первые 2 дня ставьте в теплое место без прямых солнечных лучей. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.